Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание новолунию, которое все мы с вами встретим буквально 13 ноября. Забегая наперед, хотим вам сказать о том, что новолуние у нас с вами, его пик придется на 12 часов 27 минут по московскому времени. И вы знаете, это новолуние даже в какой-то степени долгожданное. Вы спросите, а почему? Дело в том, что мы с вами встречаем новый лунный цикл без влияния затмений, без влияния каких-либо астрологических событий на нашем небе. И дело в том, что хотя это новолуние в знаке зодиака Скорпион, но само по себе это новолуние будет достаточно такое вот, знаете, положительное, созидательное. И многие люди уже прямо чувствуют некое облегчение, новые силы. У некоторых людей уже новые проекты, мы с вами переписываемся, да, обсуждаем их. То есть люди готовы созидать, люди готовы творить. У некоторых людей даже открываются глаза на те или иные идеи, мысли, понимание того, что происходит в мире. Поэтому, если вы уже находитесь на этой волне, так и продолжайте эту волну вот созидания, творения, быть архитектором своей жизни, продолжайте это делать. Даже если через пару месяцев вы узнаете новую информацию. А начиная уже со следующего года мы забежим немножечко наперед, скажем о том, что уже в следующем году, в начале года, в затмении у нас с вами произойдут следующие такие не очень хорошие события. И они уже идут полным ходом, они уже материализуются, к сожалению. Но ваша задача держать в сердце любовь, держать в сердце свет. И когда, если вы находитесь вот в тех точках на планете, где сейчас очень жарко, если вы будете держать свет, вы будете открыты для любви, для божественных энергий, то с вами нигде ничего не произойдет. Обращаем ваше особое внимание. Не забывайте про гармонию, не забывайте про мир, доброту в своем сердце. И несите это с любовью. Возможно, когда вы начнете это нести, многие люди в вашем окружении будут просто-навсего вас не понимать. Кто-то уйдет из вашей жизни, потому что решит, что вы неадекватны, вы ненормальны. Это ихнее право. Вы должны идти своей дорогой с высоко поднятой головой. Помните об этом. Обращаем ваше внимание, что в это новолуние старайтесь употреблять как можно больше легкой еды. Овощи, фрукты, что-то приготовлено на пару, овощи. Также старайтесь исключать алкоголь вообще. Также сейчас время, в первые дни после новолуния обязательно планируйте новые проекты. Мы уже сказали ранее, что это новолуние очень созидательное, положительное, давно такого не было. Поэтому прямо вот после просмотра этого видео подумайте о том, что вам нужно планировать, что вам нужно делать. Благо у нас скоро близится Новый год, Рождество. У кого-то сначала Рождество, потом Новый год. В любом случае для каждого сейчас задача быть замотивированным на то, чтобы встретить этот Новый год в прекрасном расположении духа, с новыми какими-то мечтами. Также не забывайте о том, что вам нужно проявлять упорство, вам нужно обязательно добиваться тех или иных задач и целей. Все зависит только от вас. Также не забываем про себя любимых, поэтому улучшаем кожу, питаем наши волосы, возможно, проходим какие-то важные для вас процедуры. Не забываем о своем здоровье. Если вы чувствуете, что это не так, обязательно пойдите к врачу, сдайте какие-то анализы. Да, кто скажет потом, что ой, нету врачей или это все дорого. Вы должны понимать о том, что как только потом вас хватит, потом для вас будут проблематичны. Также подумайте и о своих зубах. Если они вас беспокоят, займитесь именно сейчас, в ближайшее время. Итак,
Итак, друзья, теперь давайте вернемся к новолунию. Ну что же нам несет это новолуние? Итак, друзья, у нас новолуние 13 ноября. Обращаем ваше внимание, что для кого-то цифра 13 это очень тяжелая, но в этот раз она несет нам всем созидание, она несет нам творение, трансформацию в нашу жизнь, да еще и в знаке зодиака Скорпион. А за что у нас отвечает Скорпион? Это он отмечает за эмоции, за нашу трансформацию, за трансформацию в нашей жизни, также отвечает она за власть и за деньги. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в новолуние будет у нас в Скорпионе, да еще и одним из управителей будет Марс, который будет находиться в соединении с новолунием и в оппозиции к Урану. То это может сказать о том, что в вашей жизни в ближайший месяц может быть какие-то неожиданные, какие-то интересные процессы. Вам главное их принимать с радостью, потому что вы таким образом будете меняться. В вашей жизни будет происходить перестройка в той сфере, в которой действительно для вас нужно и важно на данном этапе. Поэтому, если вас уволили с работы, например, пожалуйста, не нужно устраивать слезы, истерики и так далее. Поблагодарите высшие силы, поблагодарите ангела-хранителя и подумайте о том, что бы вы бы хотели делать. Если вы уверены, а вы уверены в своих силах, значит, рассылаем резюме, значит, создаем свой бизнес, свои проекты. У каждого это будет свое. Если вы чувствуете, что вас партнер оставил, бросил, хочет разводиться, благодарите, соглашайтесь, потому что у каждого своя дорога. Чем быстрее вы уберете этот груз в своей жизни, тем больше вы увидите возможностей всего того, что есть вокруг вас. В последнее время очень получается так, что люди держатся за отношения, потому что боятся того, что происходит в мире. И это отражается на их внутреннем состоянии. Просим вас, если вы видите, что в вашем окружении люди хотят уходить от вас, разводиться, даже если вам говорят какие-то плохие, злые слова, что вы во всем виноваты, принимайте это с любовью, принимайте это с улыбкой, соглашайтесь и идите дальше, потому что на вашем пути в дальнейшем придет тот человек, который вас будет ценить, который вас будет любить и который действительно поможет вам восстановить гармонию, возможно, вашей жизни. Кроме того, вы сами для себя должны решить в ближайшее время, именно после новолуния, к чему вы новому хотите прийти в своей жизни. Перестаньте держаться, знаете, это как за камень, который тянет вас постоянно вниз. Кроме того, у некоторых людей могут происходить достаточно кардинальные изменения, но, обращаем ваше внимание, они будут происходить через какие-то такие кризисные ситуации. Поэтому не стоит сопротивляться этим изменениям. Знаете, это для вас лучше, потому что со следующего года, если вы застряли и не готовы отпускать, то в следующем году уже прямо начиная с начала года вы еще раз проиграете ситуацию. Но это уже будет больнее в 2, в 3, в 4, у кого-то в 10 раз. Подумайте об этом. Может быть, лучше отпустить это, принять это с благодарностью, поблагодарить высшие силы, ангела-хранителя, поблагодарить Всевышнего и двигаться дальше. Далее, друзья, обращаем ваше внимание в новолуние, где-то в новолуние через пару дней в нашей жизни у некоторых людей произойдет что-то очень резкое и неожиданное. Кроме того, будьте внимательны с наземным воздушным транспортом и будьте внимательны именно с газом. То есть уходите, если в вашем доме или в вашей квартире есть газ, обязательно его закрывайте, не игнорируйте это правило. Кроме того, ввиду того, что в новолуние будет соединяться Марс в оппозиции к Урану, а это может давать толчки в плане изменения планов у людей. То есть могут происходить, то есть человек запланировал что-то в своей жизни, например, путешествие, переезд и так далее, и могут происходить события, которые кардинально поменяют траекторию вашей жизни. И, кстати,
У некоторых людей, у которых был кризис в той или иной сфере, будет разворот в этой сфере жизни, при этом будет достаточно кардинальный. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, этих изменений. Помните о том, что чем быстрее вы их примете, осознаете, поймете, не будете бояться, не будете впадать в агрессию, в апатию, злиться, тем легче вы все это пройдете. Также новолуние будут поднимать тему денег, особенно финансового партнерства. Поэтому не зацикливайтесь, если, например, в новолуние и плюс еще пару дней у вас что-то случится с деньгами, возможно, вам что-то не заплатят, не доплатят и так далее. Ваша задача не огорчаться, просто поговорить с теми людьми, которые за это отвечают, объяснить им ситуацию, что вы рассчитывали на эти деньги, или вы, когда одалживали эти деньги, вам их обещали вернуть. Просто поговорите, и вы увидите, что Вселенная таким людям, как говорится, даст по голове. К сожалению, бумеранг, он всегда возвращается. И многие люди считают, что если они кому-то не доплатят, не дадут определенную сумму денег, то с ними ничего не произойдет. Они очень ошибаются, потому что в один момент бумеранг возвращается. Сначала он может зависать долгое время. Все удивляются, как это так. Ничего, у этого человека все прекрасно, но это всего лишь временно. Обращаем ваше внимание. Также, если вы работаете в компании, вы отвечаете за деньги, будьте внимательны, осторожны с деньгами. Что здесь имеется в виду? Правильно просчитывайте, например, вы бухгалтер или вы экономист, вы финансист, перепроверяйте цифры, особенно в новолуние, плюс еще 2-3 дня, потому что будут цифры и все, что касательно, если вы кассир, например, в банке или на предприятии, пересчитывайте, пожалуйста, внимательно, потому что деньги будут иметь свойство, знаете, видите одно, а считаете совсем другое, или наоборот. Также старайтесь в ближайшее время закрыть свои кредиты, долги и так далее, все, что связано с деньгами. Почему? Потому что это тянет вас назад, а не вперед. Обратите на это внимание, потому что энергия долгов, вне зависимости, что это или энергия кредитов, она достаточно сильная, и, знаете, вот как будто человека держит за шкирку. Многие этого не чувствуют, потому что они, если постоянно живут в кредитах, кто-то скажет о том, что вон, смотрите, в некоторых странах живут в долгах, как в шелках, и все нормально. Вы должны понимать, что вы не видите, что происходит на энергетическом плане, и вообще, что будет дальше вот в тех странах, которые живут по принципу потребления. Вы должны понимать о том, что мы пришли на эту планету созидать, творить, но никак не потреблять. А в некоторых странах это потребление на 200%. Вы сами видите, и это, к сожалению, в один момент приведет к тому, что приведет. Также старайтесь избавляться от вредных каких-то своих сейчас привычек, вне зависимости, что это. У каждого это будет свое, не обязательно вредные привычки. Это алкоголь или курение, у каждого еще бывает что-то свое, например, на ночь покушать плотненько, или, например, людей, которые не умеют держать свое слово, тоже здесь это прорабатывайте, потому что в дальнейшем эта тема к вам будет очень сильно возвращаться, и, знаете, вам это будет мешать в дальнейшем и в работе, и связано с деньгами, и так далее. Также постарайтесь отбрасывать обиды. Да, это очень сложно, потому что обиды у каждого человека, мы все имеем эмоции, мы все можем иметь обиды, но вы должны понимать и то, что пока вы носите в себе эти обиды, они вас разъедают, они уничтожают вас изнутри. К сожалению, многие люди этого не видят, потому что мы привыкли видеть свое тело, а мы не видим на теле никаких изъянов, каких-то темных точек и так далее, но именно обиды, они несут вот такую негативную энергетику, которая со временем перерастает уже именно в материальный мир, начинаются болезни и так далее, и так далее. Постарайтесь начать с новолуния и до конца этого года инвестировать. Что значит инвестировать? Мы не имеем в виду, что вы должны взять деньги и во что-то инвестировать. Нет, здесь имеется в виду, что вы должны подумать о том, чтобы как инвестировать в себя. Это может быть все что угодно. Например, вы давно хотели пройти какие-то курсы, заплатите их, пройдите их, или вы давно хотели
например, посетить какой-то там тренинг, обучение, или вы хотели какую-то книгу, возможно, купить. Это также инвестиция. Возможно, вам не хватает какого-то навыка в вашей работе. Пройдите какие-то курсы и так далее, и так далее. У каждого это свое. Вот почувствуйте на интуитивном уровне, что для вас нужно. Помните о том, что это новолуние, время перевернуть страницу в новую жизнь. И те люди, кто вот сейчас прослушали это видео и прочувствовали, поняли, как это сделать, то в вашей жизни будет все прекрасно. Вы даже этот Новый год встретите в изобилии, в достатке и благополучии. Время 1,5, друзья, месяца еще у нас. И многие люди, которые нас услышат вот прямо сейчас, они действительно смогут изменить свою жизнь. Прямо сейчас в комментариях, девочки и мальчики, проговорите следующие слова. Я начинаю новую жизнь. Я открываюсь потоку вселенского изобилия. Истинно да будет так. Обязательно в комментариях пропишите, отправьте и после этого прочитайте вслух. Именно вслух, не мысленно. Почему? Потому что многие люди делают все мысленно, а это не так быстро активируется, когда вы это что-либо делаете, проговариваете, делаете своими руками. Это очень важно. Еще раз, пожалуйста, пропишите в комментариях следующее. Я начинаю новую жизнь. И действительно верьте, что вы начинаете новую жизнь. Я открываюсь потоку вселенского изобилия. Истинно да будет так. Девочки и мальчики, после 13 ноября все то, что вы приняли вот сейчас знания в этом видео, вы можете действительно изменить свою жизнь. И мы вам желаем этого. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Целуем, обнимаем, услышимся в следующем видео.